Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня я предлагаю сделать вам вот таких медвежат. Работа несложная, но, конечно, требует усидчивости. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Для сегодняшней работы мне, конечно же, понадобится заготовка. У меня это вот такой мишка. И, как вы видите, задняя часть у меня меньше, чем передняя. И ткань я выкроила один отрезок больше, чем второй. Это для передней части, это для задней части. И, конечно, проверяем ворс, чтобы ворс у нас смотрел вниз. И сразу все укладываем. Также мне понадобится вешалка, немного ленты и вот такие стразы на силиконовой основе для декора. Заднюю часть мы можем отложить, она готова для работы, а на передней части нам надо откусить вот этот зазор. Поэтому берем, что у вас есть под рукой, ножницы, плоскогубцы, и вот так все аккуратненько откусываем. И откусываем по всей заготовке. И также не забываем откусить вешалку, она нам не пригодится. Делаем это на передней части и на задней части. И подточим немножко, выправим все. И здесь всю заготовку. И подготовим к работе. И начнем работу с задней заготовки. Для удобства я переворачиваю и начинаю подклеивать вот с нижней части. Наношу немного клея, размазываю его и вот так подклеиваю к нижней части и даю закрепиться. Теперь я все натягиваю на мишку. Вот вы видите, здесь у нас будет немножко углубление, но я ничего не подклеиваю. И вот на макушке здесь вот так все затягиваю и даю закрепиться. Видите, теперь нам надо вот эту нижнюю часть натянуть и сразу одновременно все подклеить. И будем затягивать все к центру. Наносим клей, размазываем его. И вот так прямо хватаем сильно-сильно и натягиваем. Чтобы вот здесь хвостик у нас был виден. И также поступаем со второй стороны. Примерно вот так уже натянули, придерживаем, наносим клей и сразу подклеиваем. И вот нижняя часть у нас уже подклеена. Вот у нас тут виден хвостик. Теперь приступаем к боковинкам. Здесь надо совсем по чуть-чуть подклеивать, чтобы у нас все приобретало форму. Вот наносим еще 1 сантиметр клея. Снова сильно натягиваем. И даем закрепиться. Также поступаем со второй стороной. Я специально не останавливаю камеру, чтобы вы видели, как это все сделать. И вот вы видите, постепенно у нас мишка приобретает форму. Доходим вот до угла. Тут немножко надо силу применить, чтобы у нас все получилось. И даем всему закрепиться. Вот что на задней стороне и на передней. И теперь вот верх у нас подклеен. Вот берем и прямо, чтобы у нас вот здесь ушки тоже имели очертания. Наносим клей и вот так натягиваем, чтобы у нас ушки были видны. Вот вы видите, ушко видно одно и второе. Сейчас я натяну. Вот придерживаю пальчиком, наношу клей и подклеиваю. Также даю закрепиться. И теперь нам осталось подклеить ушки. Отодвигаем ткань, наносим клей. Извините, клей упал. И вот так вот подклеиваем.
пальчиками все заправляем. Одно ушко и второе. И даем закрепиться. Теперь лишнее обрезаем. И задняя заготовка у нас готова. Пока ее отложим. Теперь перейдем к передней части. Мы также подклеиваем вот тут снизу немного. И даем закрепиться. Снизу я подклеила. Теперь я не подклеиваю сразу сверху, а вот смотрю, как мне можно здесь натянуть, вот, чтобы у меня была видна мордочка. Здесь я как бы стараюсь тоже все натянуть со всех сторон, поэтому придерживаю одни пальчики, другие пальчики. И вот примерно смотрю, как натягивается ткань, чтобы вы чувствовали, в какую сторону вам лучше тянуть. И когда я вижу, что у меня все хорошо легло, вот подклеиваю вот здесь чуть-чуть. Также стараюсь натянуть. И с этой стороны чуть-чуть. Так, мне под камеру немножко неудобно, но попробую. Вот размазала клей и подклеиваю. Боковинки у меня подклеены. Вот что у меня получается. И теперь я натягиваю верхнюю часть. Здесь немножко ткань отойдет, но не надо бояться. Все так и должно быть. И вот подклеиваю сверху. Вот так. И теперь возвращаюсь вот к этим нижним частям. Так, еще немножко натяну, то я перетянула. И поступаю так же, как я поступала на задней части. Наношу клей, размазываю. И вот так все вовнутрь, туда утягиваю. Также поступаю со второй стороны. Вот видите, здесь надо все хорошо придерживать, чтобы все было натянуто. Мишка — это сложная форма для обтягивания. Но елочка еще сложнее. Я не люблю елочки, но иногда приходится их обтягивать. И вот что у меня получается. Сейчас мне надо вот эти стороны также сильно натянуть и все подклеить. Все отодвигаю, наношу клей и все натягиваю. Даю закрепиться. Перехожу ко второй части. Вот здесь. Вторая сторона. Вот что у нас уже получается. Теперь переходим к верхней части. Вот тут, где голова. Также наносим до ушка. И вот так все натягиваем. Вот видите, у нас уже ушко тут видно. Вторую сторону. Наносим клей. Утягиваем все, чтобы ушко у нас хорошо виднелось. И теперь нам осталось подклеить ушки. Одно и второе. Как вы видите, не так все страшно. Все закрепилось. Здесь мы с вами перетянем затем горлышко. Вот вы видите, тонкой лентой. Поэтому бояться, что вот тут затянулось, не надо. И подрезаем все лишнее, как мы делали в первой заготовке. И продолжаем работу. Теперь подклеиваем вешалку. Я это делаю к задней части. Мне так удобнее. И даю закрепиться. И склеиваем две половинки вместе. Вот так пальчиками все отмечаем. И наносим клей. У меня это получается быстро. Клей горячий, поэтому ничего не успевает остыть. Пальчики я не убираю. Вот так все выравниваю. И даю закрепиться. Мои мишки обтянуты. И теперь нам надо утянуть мордочку. Вот я беру ленту. И вот так вот сейчас все буду вот так утягивать. Один раз и второй раз. Следим за тем, чтобы у нас лента ровно легла. Так.
и свяжу узелок, а лучше 2 узелка. И вот вы видите, мордочка у нас утянулась. И сейчас мы украсим мишку стразовой лентой. И для того, чтобы лента красиво легла, вот здесь я подрезаю. И именно сюда я вот так продену вешалку. Вот так вот. И начну подклеивать по всему мишке. Вот сначала придерживаю здесь. Сейчас закреплю на этой стороне. Вот наношу чуть-чуть клея. И закрепляю. И теперь вот этих 2 края подклею так с одной стороны и с другой стороны. И все у нас получится ровно. Вешалка ровно посередине. Вот. И теперь продолжаю подклеивать. Наношу клей по чуть-чуть, потому что сложная фигура и никуда тут нельзя спешить. Вот сразу все укладываем, чтобы у нас все края плотно прилегали. Поэтому совсем по чуть-чуть. И продолжаю работу. И подклеиваем все по шву. Располагаем посередине все. Вот. И доклеиваем по всему мишке. Здесь замыкаем. Вот у меня тут уже 2 медвежат готовы с глазками и бантиками. И глазки я приклею стразы. Беру клей, наношу носик. Я уже знаю, где наносить клей, ну а вы сначала примерьте глазки и носик. А сейчас нам надо сделать маленький бантик. Вот я беру и прямо вот так на руках складываю ленту. Лишнее подрезаю. Так, ножницы тут. Конечно же, все обрабатываю огнем. Еще раз все поправляю. И прошиваю. Вот этот маленький бантик нам надо прошить 6 стежков посередине. И равномерно распределить. 3, 4, 5 и 6 вот здесь выходим. И, как обычно, затягиваем. Так, сейчас отодвину. Тут такой маленький, что даже его не схватить. И вот получается вот такой маленький бантик. Делаем закрепку и затем оформляем середину. Эту же ленту я складываю вот такой гармошкой и подклеиваю. И с задней стороны подклеиваю к бантику. В принципе, все то же самое, что мы делаем на больших бантиках. Даем закрепиться. И теперь красиво укладываем серединку. Вот она у нас. Лишнее подрезаем, обжигаем и подклеиваем. И даем закрепиться. И теперь этот мини-бантик мы подклеиваем к медвежонку. Вот где у нас была завязана лента. И даем закрепиться. Вот такие медвежата у меня получились. Я просто от них в восторге.
С бантиком мы еще не решили. Клиент думает, надо или нет. Если что, бантики положу отдельно. А на сегодня все. Надеюсь, видео вам понравилось, было полезным и вы узнали что-то новое. Если это так, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. А также подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить самое интересное. Творческих успехов вам и до скорой встречи на канале. Пока-пока.